Здравствуйте! В студии Вестника Кавказа Гия Саралидзе, и как всегда мы говорим о главных событиях в мире футбола. Первое, на что я хотел бы обратить внимание, это в общем, на мой взгляд, достаточно сенсационное решение УЕФА прислать повторную комиссию для того, чтобы рассмотреть возможность принятия все-таки Владикавказским стадионом «Спартак» игр Лиги Европы. Напомню предысторию этого вопроса. Владикавказская Алания вышла в Лигу Европы благодаря тому, что сыграла в финале Кубка России. И, видимо, не совсем команда была готова, и стадион был готов к этому событию, потому что комиссия УЕФА, которая приехала осматривать стадион, нашла несколько серьезных недочетов и отказалась дать право проводить Владикавказской Алании матчи на собственном стадионе. Конечно, эксперты, наблюдатели говорили о том, что, возможно, на выводы этой комиссии УЕФА сказались месторасположение географическое, геополитическое, я бы сказал, расположение столицы Северной Осетии, Владикавказа. Все-таки это Кавказ. У европейцев есть устойчивое мнение, что на Кавказ ездить опасно, это опасно для жизни и так далее. Горячая точка, другими словами. Ну, наверное, в этих рассуждениях есть и толика правды. Поэтому несколько раз уже УЕФА сталкивалась с проблемой различных претензий европейских команд, которые отказывались ехать в ту или иную горячую точку, в том числе и на Северный Кавказ. Была история, наверное, вы помните, с махачкалинским Анжи, когда отказались ехать, да и другие прецеденты были. Поэтому наверняка и такие тоже были какие-то мнения у комиссии УЕФА, одним ударом убить двух зайцев. С одной стороны, действительно, наверное, может быть, арена во Владикавказе еще не совсем готова принимать такие матчи, как Лига Европы. С другой стороны, УЕФА не столкнулась бы с какими-то демаршами европейских команд, которые не хотели бы ехать на Кавказ. Но вот тут все как обычно шло. Но вот тут произошло удивительное событие. После того, как президент РФС Сергей Фурсенко съездил в УЕФА, встретился он там как раз с членами комиссии УЕФА, которая занимается проведением вот этих матчей, и убедил их приехать второй раз и рассмотреть все-таки возможность того, чтобы матчи проводились на арене «Спартак» в Владикавказе. Для меня, честно говоря, событие изрядно в воду выходящего. Вообще это событие символизирует то, что европейские структуры и мировые структуры футбольные стали по-другому относиться к России. Помните, мы очень часто, и журналисты, и болельщики, и специалисты говорили о том, что к нам в этих организациях чиновники от футбола относятся к нашей стране как к стране второго сорта. Наверное, так оно и было. Мерили ворота, переносили матчи и так далее, и так далее. Да и мы сами иногда поступали так, что к нам относились. Хотя бы вспомнить, как в Лиге Чемпионов, куда ЦСКА, совершенно сенсационно обыграв Барселону, попала, матчи проводила не в Москве, а в европейских городах, то есть домашние матчи. Это, конечно, было просто из ряда вон выходящего. Соответственно, к нам и относились. Видимо, все-таки вот вся наша активность наших чиновников футбольных в европейских структурах и, конечно же, то, что мы получили чемпионат мира, стали хозяйкой чемпионата мира проведения, это, конечно, стало таким новым импульсом и стали к нам относиться по-другому, к нашему футболу и так далее. И вот история с Владикавказской ареной, мне кажется, из этого событий из этого ряда. Безусловно, Сергей Фурсенко, как бы не критиковали этого чиновника, и действительно просчеты есть, и есть непоследовательности, мы об этом еще поговорим в его действиях, но тут надо признать, что это безусловная победа президента РФС, это вот повторная комиссия. Даже если комиссия сейчас приедет и найдет недочеты, то это уже проблема все-таки Владикавказского клуба. Значит, действительно они не готовы. Здесь тогда уже точно можно убрать политическую составляющую, да, вот эту страхи по поводу месторасположения Владикавказа. Здесь уже будет чисто футбольная история, связанная со стадионом Владикавказским и том, как он готов к Лиге Европы. Если он не готов, значит он не готов. Но это безусловная победа Сергея Фурсенко. И надо это отметить.
Это был Гия Саралидзе, это «Вестник Кавказа». Мы говорим о самых интересных событиях в мире футбола.